Снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 12 апреля и традиционный вечерний обзор событий на фронтах. И уже, наверное, традиционно начну его с северного направления, с успокаивания жителей Брянской, Курской, Белгородской областей, которые после вчерашнего моего обзора почему-то посчитали, что я предрекаю им какое-то крупное наступление ВСУ на их территории. Уже пишут: Юрий, так что же вы говорите, нам бежать, не бежать с Белгорода? Я повторяю третий раз, если у кого-то есть желание бежать из Белгорода, пожалуйста, до Владивостока. Там вас точно никто не тронет. Можно до Якутска, тоже никто не тронет. Но я думаю, что Белгороду ничего не угрожает. Но чтобы вы уже успокоились окончательно, лучше один раз уедьте. Мое мнение, как и позавчера, как и вчера, осталось неизменным. Некоторым населенным пунктам Курской, Белгородской областей и Брянской областей грозят определенные проблемы. В первую очередь, например, населенному пункту Теткино, по которому ВСУ могут вполне нанести удар. И также на данном участке сосредоточены довольно приличные силы ВСУ, но они не больше, чем те же самые российские вооруженные силы на этом направлении. То есть ни о каком серьезном продвижении на этом участке речи быть не может. Тем не менее, ради пиар-акций, ради таких пиар-целей, чтобы показать, что мы перешли на территорию противника, могут показательно зайти на 1, 2, 3 населенных пункта. Вот что я вам говорю о северном направлении на протяжении уже 3 либо 4 дней. Вот такие риски здесь на сейчас наблюдаются. Отсюда же сами решайте, стоит ли вам оттуда уезжать, либо нет. Оценивайте уже по себе. То есть никакой серьезной угрозы ни для Курска, ни для Брянска, ни для Белгорода, ни для большинства, подавляющего большинства территорий этих областей я не видел и не вижу. Поэтому перестаньте паниковать, хотя я вас прекрасно понимаю. Люди жили мирной жизнью, и вот война пришла на их территорию. Итак, с этим направлением мы разобрались. Теперь переходим к Харькову. То есть вчера я тоже говорил о том, что ВСУ попытались занять несколько сел серой зоны севернее Харькова. Ну и сегодня они от них отступили, потому что попали под артиллерийский удар. А эти села почему являются серой зоной, почему их никто не занимает? Да потому что кто бы туда ни зашел, он автоматически попадает под удар артиллерии противника и, соответственно, несет потери. Да, попиарили, заняли несколько сел, теперь из них ушли. Зачем это было надо, не знаю. Тем не менее, видимо, кому-то это было нужно показать как большую победу. Между тем, российские войска продолжают концентрировать свои силы в излучине Северского Донца между Чугуевым, Змеевым, Балаклеей и Изюмом. По данным американской и британской разведки, здесь уже сосредоточены очень крупные силы, причем по данным американской разведки сегодня они были озвучены. Российские войска готовятся к очень серьезному наступлению, потому что там уже замечена концентрация и 2-го, и 3-го эшелона, то есть огромная группировка готовится нанести удар. И британцы, американцы очередной раз указывают украинскому руководству, что над Донецким фронтом нависла просто страшная угроза. Его, скорее всего, окружат и уничтожат. И вопрос стоит только во времени и где конкретно будет нанесен удар. Если на северной фасе Донецкого фронта место удара более-менее понятно, должен быть удар из района Изюма, потому что там очень удобный стратегический плацдарм, который российские войска постоянно расширяют, то где российские войска нанесут удар на юге, пока никто не знает. Фронт, где они могут это сделать, достаточно широк, до 100 километров. Это очень здорово нервирует украинское командование, которое их британские коллеги тоже в кавычках обрадовали, сообщив о том, что российские войска вполне могут провести наступательную операцию в районе Одессы с взятием под свой контроль района города Николаев и выхода в район Приднестровья. А еще британцы с учетом концентрации российских войск, подчеркиваю, это не мои данные, это данные, которые сегодня гуляют в американских и британских экспертных кругах. Так вот, по данным британской разведки, российское командование сегодня имеет возможность даже нанести удар и в районе Харькова. То есть место, где российская команда не может нанести свой удар, очень и очень широкое. А вот украинская команда не может так свободно маневрировать своими резервами. И не только потому, что их у него мало, а еще потому, что есть острая нехватка горюче-смазочных материалов и моторесурсов бронетехники, который отнюдь не безграничен, а танкоремонтных заводов, чтобы этот моторесурс восстановить, у них уже нет. И, соответственно, перебрасывая технику с одного направления на другое, украинская техника, по сути, изнашиваясь, выходит из строя. А еще, если российское командование в случае нанесения удара где-нибудь в районе Одессы решит отрезать донбасскую группировку от правобережной Украины, оно легко может это сделать, разрушив всего несколько стратегических переправ через Днепр. А еще, не будем забегать наперед, на самом деле, то, что я вижу,
говорит о том, что российское командование готовит украинским вооруженным силам массу неприятных сюрпризов. И сразу скажу, вот та вторая фаза войны на Украине, которая должна начаться в ближайшие дни, она будет абсолютно не похожа на первую. Ну вот просто совсем не похожа на первую. Вот это примерно то, что я могу сказать по данному вопросу. На этом по этой теме у меня на пока все. До свидания. И следующий материал выйдет уже завтра утром. Всего доброго.